Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, меня зовут Саня, и здесь самые подробные тесты с обзорами. Сейчас вы видите пример съемки-теста смартфона под названием Realme GT 10 Pro. И это лидер в плане, наверное, доходности для перекупов и антилидер по падению цены из тех смартфонов, что я в последнее время вообще в принципе где-либо встречал. Почему? Начнем с того, что меня зовут Саня. Основной канал Польза.нет. Я обозреваю практически все смартфоны, какие вижу, мне интересные. И за последний год, я не знаю, 100 смартфонов я пообозревал, я все это дело покупаю, а потом продаю. Соответственно, мой взгляд, напоминаю, меня зовут Саня, и основной канал Польза.нет базируется на том, стоит ли железка своих денег. Красивый он, приятный, вызывает он ли эмоции, либо, не знаю, какая-нибудь там подача у него особенная. Это к другим каналам, потому что у всех свои цели и задачи. Моя цель и задача, напоминаю, для вас в первую очередь показать, как устройства работают, и во вторую дать свою экспертную оценку в плане цен. Почему экспертную? Ну, потому что, наверное, такое количество смартфонов для тестирование вряд ли кто-то покупал на русском YouTube. Это без ложной скромности, это моя мини-болезнь. Может быть, я не самый подробный, но, во всяком случае, самый топорный. Вот подобные тесты, основной модуль 4К 30 FPS, если смартфон позволяет, то 4К 60 FPS, здесь он не позволяет, я проводил уже, получается, на где-то 50 смартах. Если мне смарт интересен, я таким образом с ним гуляю. Надеюсь, что вы напишите в комментариях, что поддерживаете эту идею, допустим, под роликом, который не так и много набрал, потому что этот смарт не новый, ему уже 3 месяца. У меня уже 1000 комментариев, и люди делятся эмоциями. Почему? Мы сейчас в этом с вами и разберемся. Смотрите, я бы мог оформить подачу вот такую. Представляем обзор с самого начала. Всем привет! Вы представляете, какой смартфон продается сейчас? Обходная зарядка, 120 Гц, 730 тысяч баллов в Antutu, великолепная яркость экрана, супер дизайн. Вы помните, кстати, нафинфоны вторые с диодами? Так здесь такие же диоды, только стоит это все в 3 раза дешевле. Русский язык на борту, запись разговора в стоке. Помимо этого еще VO LTE, VO Wi-Fi, помимо этого еще и мини-джек сюда запихали. И вы посмотрите, как он снимает 4К 30 FPS, притом на фронталку он может снимать еще и 2К 30 FPS. Классная внешка, постоянные скидки на него. В комплекте, кстати, картонная. Вы представляете, до чего они додумались? Картонная, маленькая, портативная колонка. То есть вы смартфон можете прекрасно вообще собрать с картоном и использовать как маленькую колонку. Если говорить о дизайне, он и правда уникален. Форматируем. Это одна подача, разумеется. Ну и, разумеется, скидки. Вторая подача. Зайдите в магазин, потрогайте пластик. То есть это пластик из дешевых игрушек 90-х годов. Реально. Сборка худшая, что я видел вообще за всю историю моего блогинга, потому что так Type-C, так слот под карты, под сим-карты никто не располагал, то есть максимально бездуховно. Если говорить про поведение в играх, я даже комментировать не могу, потому что худшего тача я не встречал ни в чем. Даже Redmi A2 Plus, по-моему A2 Plus, который стоил 6000 рублей, у меня там тач глючил. Так вот, тач здесь глючит в разы больше. Помимо этого, смартфон, чтобы вы понимали, начал продаваться по 32 тысячи рублей. Сейчас барабанная дробь. Прошло 3 месяца. И, ладно, честно, я выгрузил реальный обзор. И, возможно, как-то чуть-чуть это повлияло все-таки на продавцов. Бэушный смарт стоит 16. То есть смарту 3 месяца. Его продают в 2 раза дешевле. Открывайте Авито, вы увидите объявление. По 19 тысяч есть, 20 400 рублей новый. Авито запакованный, их очень много. Почему? Я вас даже успокою, что, скорее всего, люди, которые закупались ими в Китае, а мне кажется, что вряд ли Infinix в принципе могут стоить там в закупке дороже $150, вместе с Tecno, все равно будут в плюсе. То есть даже если вы купите этот смарт у них за 20 тысяч рублей. Вот, ощущаете, да? Разница в подаче. Разумеется, стерео здесь полуторка, разумеется, вибра здесь убогая.
Разумеется, да, он имеет возможность звонить, но почему, откуда у меня столько негатива? Вот, допустим, сегодня я выгружу, может быть, уже выгрузил обзор на Infinix Zero 30, который имеет худший процессор относительно этого, но он имеет возможность снимать на фронталку в 4К 60 FPS. Кстати, не так и ужасно все-таки, как я даже сказал в ролике. И на основной модуль 4К 60 FPS, притом имеет процессор хуже, то есть у него там 8020 стоит. И выбивает он 670 тысяч баллов в Antutu, но с сенсором у него было все в порядке. Хотя, опять же, вот этот водопад, это ужасно. Очень неудобно, нужно привыкать. Идеальным этот смартфон тоже не назовешь. Здесь есть, кстати, оптическая стабилизация, которая никакая. А к чему я вообще это все снимаю? К тому, чтобы не танцевать от стоимости. Вот 16 тысяч БУ. Я купил его новый. Я купил его, кстати, посмотрел все-таки за 23 600. А нет, этот я купил не за 23, это, по-моему, вообще за 21 покупал. Ну, в общем, где-то в районе 20 с копейками. И основная мораль, я хотел бы с вами провести небольшую параллель. Первое, любимые комментарии под Infinix'ами, которые я покупаю. К слову, они обижены. У меня каждый месяц контракт от Infinix, и у меня есть контрактный обзор от Infinix или Техно. И даже от Intel. Это отдельная, кстати, контора, хотя это вроде одна контора. Так к чему это все? К тому, что вот этот смарт за 3 месяца потерял 50% стоимости на БУ рынке, потому что за 16 я его купить могу сегодня. Имеет 0 обновлений, то есть за 3 месяца на него прилетело 0 обновлений. Как часто прилетают обновы на яблоки, вы и так в курсе. Даже на Zero 30 5G прилетела обнова на 700 с лишним мегабайт и барабанная дробь. Какого лешего один и тот же бренд продает за один и тот же ценник плюс-минус смартфоны, на один выгружает обновы, на другой нет. Вот сейчас я покажу вам, какой он против солнца снимает. Кстати, не так и убого. И, в принципе, начнем, наверное, путь обратно. Так вот, если не смотреть на то, как это дело работает, и на то, что это мертворожденный девайс изначально, то все бы было круто. Но меня, наверное, больше всего расстраивают, я об этом буду говорить даже каждый ролик несколько раз, формулировки от продавцов, я уверен, потому что кроме продавца никто не может написать подобное. Ну, так как люди, приобретая смартфоны за 20-30 тысяч рублей, разумеется, хотят сэкономить. И когда они пишут фразу «я вообще не собираюсь его продавать», мне вообще все равно, что с ним будет через 2 года. Но если вам все равно, что будет со смартфоном, который вы покупаете за 32 тысячи рублей, даже за 23 через 2 года, добавьте еще, не знаю, 19 тысяч. Вот сегодня я буду на прожарке гонять iQOO Neo 9 Pro. Вот если вы возьмете и купите его за 41 тысячу, хотя бы его, можно выбрать вообще миллион всяких, но не миллион, ладно, моделей 50, которые будут лучше, вы его потом за 20 тысяч продадите. Я вам даже спойлерну, если вы его купите за 41, вы его через 3 месяца продадите также, либо за 41, либо там сбросите 1002. А те, кто купили GT10 Pro, могут открыть Авито и новые уже 20-400 бушные от 16 до 19. Как себя они ощущают? Мне кажется, что те, кто покупали Samsung A54, опять же, у меня есть телеграм-канал скидок, не забудьте подписаться, там по 26 тысяч. Что-то как-то я его не видел по 1014. Вы видели где-нибудь Samsung A54 за 14 тысяч через 3 месяца после старта продаж? Через полгода, может быть? Нет. А знаете почему? Потому что да, он тормознутый, но это А-эшелон, он классно снимает, у него есть защита от влаги, и однозначно лучше было бы его брать. И любой более-менее думающий о своей аудитории блогер сказал бы вам: посмотрите на Poco. Допустим, мне вы можете ответить: друг, ты говоришь купить Poco X6 Pro. Распродажа кончилась, они стоили 25, сейчас 28, и все равно лучше Poco X6 Pro. Ну ладно, 28 вам жалко. Подождите, сейчас будут Redmi. После Redmi или Xiaomi 13 Pro. Каждые 1,5 недели распродажи. Не обязательно даже на Али. Смотрите на бренды. При старте продаж Poco, Realme, глобалок. Но Realme иногда борзеет. Но все равно, если сравнивать, что вы готовы выбросить 20 тысяч, притом он у вас может окирпичиться, вы еще почитайте, кстати, форумы. И к чему это? Сама идея смарт на бумаге, смарт фото и смарт в роликах супер. То есть GT10 Pro
Вау, как они могли это сделать? Но когда ты получаешь его в руки, если у тебя до этого был хоть один, внимание, один смартфон А-эшелона, после того, как ты в этой рваной менюхе поползаешь, после того, как ты попытаешься играть с этим тачем, как мне пишут, ты вообще не понимаешь, тач в PUBG New State у всех глючит. Серьезно? Я тестирую каждый смартфон в PUBG New State, в Твиче по часу играю, на максимальных настройках. Ничего не глючило до этого смартфона. Кстати, даже Zero 30 глючил только в менюхе. Вот. Хотя у некоторых тач тут тоже плохо, и датчик приближения работал. К чему это все? К тому, что зарядка быстрая. Там за 50 минут он у вас зарядится. Ну, я говорю, я не могу вот из себя выжить. Ну, я вначале выжил из себя, вытянул из себя рекламу. И дорассказать, может быть, кто-то меня не смотрит, и может пару человек добавится. У меня есть здесь перекуп, очень хороший. Зовут его Мэнни. GT10 Pro его любимый смартфон. Знаете, сколько раз его уже у него покупали и продавали в 2 раза дешевле? 11. На момент издания вот сейчас обзора, я вчера к нему катал и продавал GT5 Pro свой. 11 раз люди покупали и продавали GT10 Pro в 2 раза дешевле, только чтобы он его купил. В российских скупках по отзывам, по комментариям в описании у меня люди писали, что многие скупки просто отказываются его покупать. Почему? Можете почитать комментарии сервис-центров, которые тоже очень много рассказывают про Infinix. А закончить я хотел бы нестандартно. Я считаю лучшим брендом третьего эшелона Infinix и Tecno в стоимости за $150. Те, кто держали их на Алишке, вот там их и надо было оставлять, и там бы они покупались тысячами, десятками тысяч, и все бы было в огне. Все, кто хочет мне написать, что они что-то там допилят в ПО, они этот год, единственное, что это сжигают деньги в доменной печи на рекламе в Метрополитене, блогерам, и не допиливают ПО. Их право. Но, опять же, я бы на их месте вспомнил, что они существуют в 2 раза дольше, чем Xiaomi. Вспомнил, что лидером рынка Африки быть круто, эта реклама отличная, если ты можешь снимать, как я говорил в основном ролике, лучше всех темную кожу. Очень актуально в Российской Федерации. Но там, понятно, это актуально. Почему у нас это должно быть актуально? И лидеры они, каждый ролик повторяю, по продаже тапиков и тел, вот эти, которые по $15. И то, что у них политика в Африке, что ты можешь месяц проходить со смартфоном и вернуть его. И тебе просто вернут деньги. И замена у них не проблема. Как это все здесь? Все ли так у вас плохо, чтобы не включать голову, не пытаться найти альтернативы? Это ваше право решать. Опять же, я допускаю, что я не прав. Но каждый раз, когда я не прав, я смотрю, как рынок реагирует на тот или иной девайс. И вот в 99% случаев на момент издания ролика про обзор про это дело, низший ценник был на GT3 Pro на Авито 22. Сейчас он 16. Вы ощущаете, прошла неделя. Возможно, этот ролик тоже кто-то посмотрит из тех, кто планирует покупать, и задумается, нужен ли вам смартфон, на которых даже обновлений безопасности за 3 месяца не прилетело. Хотя на другие Infinix модели они прилетали. А еще повторяюсь, так как мне говорят, что вот, а что еще купить? Вы понимаете, что в магазинах, которые продают смартфоны, она политика такая, они продают то, на что больше маржа. Они не будут вам продавать Poco за нормальные деньги, им надо продать эти Infinix и Tecno. И да, почти весь рынок уже ушел в сеть. Я не говорю, где покупать, но просто бешеное количество мест. Я вот сейчас 50 раз, наверное, за ролик Авито напомнил. Где стоит смотреть на что-то и приобретать что-то, что потом вы сможете продать, а с чем вы не будете потом по сервис-центрам бегать, либо потом выставлять в 2 раза дешевле через 3 месяца, чтобы продать. Ну, в общем, мысль ясна, надеюсь. Подписчикам своим не советую покупать. Те, кто не подписчики, советую купить, а потом вернуться ко мне, когда вы поймете, что у меня нет интереса вас обманывать. Вот так он может снимать. Издалека 14 минут я наговорил, эмоций было много от этого смарта, я ему благодарен. Девайсу как таковому, без покупки от меня однозначно да, очень много всего реализовано, очень классно. Но плохо, что они на него забили. Добро и удачи вам, дорогие друзья.